Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Технопомощь. Меня зовут Сергей. Сегодня хочу рассмотреть ремонт стиральной машины FLS80E. Это фирма Ardo. Старые машинки, они такие довольно неплохие. Работает по 15 лет. Вот мне попалась машинка на ремонт, которая проработала эти же 15 лет и перестала включаться. То есть всовываем вилку в розетку, на экране ничего не появляется, никаких индикаций, ничего нет. Нажимаем там все подряд, ничего не показывает. Как я снял эту плату управления, я покажу, где она стояла. Там очень хитрое такое место, не так как в LG, например, сверху. Вот. Дальше я покажу. Но суть такая, я снял вот этот модуль управления, плату управления, потому что индикация не показывает. Вот. В фильтре там предохранителей никаких нет. Фильтре питания, и напряжение должно приходить вот сюда. Итак, плату я эту снял, отсоединил все разъемы. Вот плата вот такая имеет вид. Показано, что руками не трогать, там статика. Под ней находится вот эта черная микросхема, это процессор. Вот такая вот модель. 220 вольт. Так, что мы тут на плате видим? В общем, осмотрел эту плату на следы копоти, подгорания каких-то элементов, вздутия конденсаторов, ничего такого я не обнаружил. Единственное, что там был и есть сейчас вот резистор R40. Вот там вот такой фиолетовенький. Он имеет такое немножко как бы темный цвет на одной стороне. Вот. Ну, мне кажется, что он не влияет. Я по схеме посмотрел, он как бы на индикацию особо не влияет. То есть, если бы что-то было с ним, то индикатор бы все равно что-то показывал. Тем более он 100 килоом по схеме, я прозвонил его, он как бы 109 килоом показывает, то есть он не в обрыве, ничего. Итак, на что нужно обратить внимание? Вот здесь стоит первым делом, это трансформатор, то, что касается сетей индикации. Вот, нет индикации. Стоит трансформатор. Трансформатор 220 на 12 вольт. Вот такой вот трансформатор. 50-60 Гц, ну как бы обычный трансформатор. У него есть первичная обмотка и вторичная. Вот когда мы плату переворачиваем, вот края его, то тут ножки трансформатора. Вот получается 220 приходит на вот эти ножки, а на вот эти ножки 12 вольт. Вот на вот это место пайки 12 вольт. Дальше оно идет вот эти вот выводы. Это диодный мостик. Вот он стоит с этой стороны, если посмотреть. Вот диодный мостик обычный. То есть 12 вольт должно преобразовываться постоянно напряжение с переменного. Дальше оно идет вот сюда. Тут стоит конденсатор вот такой, электролит, на 35 вольт, по-моему, 1000 микрофарад. То есть вот его выводы, два вывода. Сейчас ближе подсоединю, подведу. Вот эти два вывода этого конденсатора. То есть получается, после сглаживания диодов, выпрямления диодов, этот конденсатор служит для сглаживания пульсаций. Он стоит вот тут, и на его выводах должно быть уже выпрямленное напряжение, ну, вольт там 20-24 мне показывал когда-то на таких платах. Дальше идет оно сюда, и здесь стоит вот три ножки, вот раз, два, три, стоит микросхема, которая стабилизатор напряжения, ну, возьмем так, с 20 вольт
с 12-20 на 5 вольт для питания вот этой вот микросхемы процессора, для питания индикаторов, модуля индикации. Вот 5 вольт. То есть вот сюда приходит, смотрите, конденсатор параллельный, это минус, вот большая такая шинка, а здесь идет плюс, приходит на ножку этой микросхемы, потом здесь вот минус средняя ножка, и выход идет 5 вольт. Здесь стоит на выходе от ножки раз, два, это конденсатор, тоже электролит, вот, и он уже сглаживает пульсации 5-вольтовые. Ну а дальше эти 5 вольт идут там по ножкам, по дорожкам на микросхему, на вывод. Вот здесь вывод, где он тут? Вот, вывод, разъем на блок индикации. То есть вот это то, что нас интересует. Итак, что я сделал? То, что первым делом, что нужно делать? Первым делом находим вот тут разъем с краю такой, возле, вот стоит трансформатор, вот реле черненько, и здесь такие вот гребень разъема. Вот все посмотрите с этой стороны, то тут получается вот два вывода, они как бы совмещены, и здесь два вывода совмещены, то есть сюда приходит 220 вольт сети, грубо говоря. Потом они идут вот сюда, на одну ножку трансформатора и вторую на вторую. То есть, чтобы подать питание на эту плату, на трансформатор, нужно вот сюда вот просто подсоединить шнур с вилкой. Вот, и на какой-нибудь из этих разъемов просто вот так вот я хлорвиниловой трубкой натянул и как бы, чтобы плотно было, и надел на вот эти выводы. Надел я вот дальний, здесь тоже дальний, чтобы он с этим не замкнул. И нужно смотреть, чтобы тут волоски шнура не закоротили между собой. Вот. И просто втыкаем 220 вилку и потом замеряем здесь уже напряжение. Чем угодно, вольтметром, там, мультиметром, на переменке замеряем. Вот здесь должно показывать 220 вольт сети. А здесь должно выход показывать от 12 до 20. Там если 19 вольт, то это нормально. Вот. Не обязательно должно быть 12. Вот это мы делаем. Я это сделал, не буду вам это показывать. Короче говоря, сюда приходит 220, сюда ничего не приходит. Оно показывает нули, по нулям. То есть дальше нечему сглаживать, нечего выпрямлять. И 5 вольт, естественно, идти не будет никуда. Поэтому, что я сделал дальше? Дальше я проследил по схеме. Получается, вот эта перемычечка, вот она. Вот она идет сюда. Получается, она, грубо говоря, от того моста подает напряжение на ножку вот этого вот выпрямителя, стабилизатора, извините, вот сюда. Чтобы исключить выход из строя этого стабилизатора, вот по крайней мере на первых порах, вот, я выпаял эту перемычку, и пока как бы в цепи, я исключил из цепи вот этот стабилизатор 5 вольтовый, потому что он часто выходит из строя. Вот. Он часто выходит из строя, поэтому я подумал, может это он вышел. Но нет, может он и вышел, и потом за собой потянул диодный мост, вот это мы узнаем. Но сейчас его исключил, выпаявший вот эту перемычку, то есть сейчас только в цепи диодный мост. И я померил, здесь все равно ничего не изменилось. То есть получается какой-то диод или несколько вышли из строя. Что мы делаем? Теперь нужно или выпаять диоды все и проверить их пробником просто как обычно, в одну сторону пропускает, другую не пропускает. Сейчас я это сделаю, повыпаиваю и прозвоню. Вот. По идее, какой-то диод вышел из строя. Только так. Так, друзья, проверил я диоды, не выпаивая. Получается, вот эти ножки. 4 диода. Раз, два, три, 4. Получается, вот эти два
в одну сторону полярность, вот эти два в другую. То есть я просто накидывал сюда прозвонку на диодах, мультиметр на прозвонку диодов поставил, и получается они в одну сторону показывают одно и то же показание, там 700 с чем-то, вот, а в другую ничего не показывают. То есть вроде бы диоды целые, все нормально, я уже не стал их выпаивать, потому что здесь неудобно, мешает трансформатор. Я обычно выпаиваю, чтобы уже точно удостовериться, что схема не вносит какие-то неполадки. Короче говоря, что я сделал? Я, чтобы проверить трансформатор, все-таки, наверное, это трансформатор, потому что ну, с диодами все в порядке, как бы вроде бы диодный мост нормальный. Вот. А чтобы проверить трансформатор хорошо, его нужно выпаять отсюда. Вот. Ну, как бы не хотелось лишний раз перегревать вот эти вот дорожки. Поэтому я, чтобы удостовериться, сделал вот такой вот, нацарапал, оборвал дорожку от одной ножки трансформатора к диодному мосту. Вот. Тут ничего страшного нет, я потом вот здесь вот просто зачищу и канифолю оловом вот так вот сделаю, как бы перемычку. Вот. Зато не как бы диоды я не выпаивал, и вот это вот трансформатор, если бы, например, что в диодах было, я бы тоже не выпаивал. А теперь я 100% знаю, я опять же сделал этот разрыв, вот, включил, подал 220 на первичку, и на вторичке опять же ничего нету никаких там 12 вольт, ничего, нули. Вот. Получается, что сейчас ему ничего не коротит его выход, ни диодный мост, ничего, поэтому теперь 100% трансформатор не выдает на выходе почему-то переменку низковольтную часть, там 12 вольт до 19 вольт, не выдает. То ли здесь где-то в трансформаторе отпаялся один конец обмотки, то ли непонятно что. В общем, нужно выпаивать трансформатор в любом случае и смотреть уже, может здесь где-то просто на выходе обмотка отломалась, отпаялась, отвалилась, вот, и уже смотреть дальше, что делать. В общем, выпаивает этот трансформатор, ножки прямые, поэтому выпаивать будет несложно. Нужно аккуратно так вот просто прогревать и потихоньку тянуть вверх. Вот такие вот дела. Так, друзья, выпаял я трансформатор. Вот он такой. Вот. Там где дальше расстояние, там 220 высоковольтная обмотка, здесь низковольтная 12 вольт. Прозвонил. И получается, что низковольтная 12-вольтовая обмотка звонится, вот, а высоковольтная нет. Получается обрыв высоковольтной обмотки. Там, где провод потоньше, видно, оно уже не выдержало. Что делать можно? Можно, например, попробовать прогреть, может здесь на выходах, конечно, ну вряд ли отвалилось оно, прогреть немножко вот эти выводы паяльником, может что-то появится, но это ненадежный вариант, даже если что-то появится, то как бы это ненадолго. Поэтому нужно менять трансформатор. В принципе, можно найти какой-то советский или купить такой же где-нибудь там в радиомагазинчике поискать. Вот, или какой-то советский на 12 вольт выход. Примерно такого размера. Вот. 12 там переменка, 15 вольт. Ну, в общем, до 20 вольт, чтобы была переменка, выход. И каким-то образом этот трансформатор сюда приделать. Вот. Можно, в принципе, как, если он сюда не помещается, то можно где-то там какую-то коробочку сделать, такую влагозащищенную, не знаю, спрятать ее туда от чего-то. Коробочек из пластмассовых много разных, вот. И подпаять просто вход и выход. Разместить там кучу места в этом корпусе стиралки сзади. Закрепить можно как-то. Ну, в общем, это несложно. И выводы проводов просто подпаять сюда, вот, на высокую сторону и низкую. Вот. Не обязательно на плату его мастырить, потому что старые советские
трансформаторы. Они хоть и надежнее, но они большого размера, и как бы такого варианта вот на пайку они редко были, чтобы так прямо. Вот, поэтому, скорее всего, ее нужно сделать где-то отдельно, а подпаять сюда провода. Вот я попробую найти такую у себя, где-то в каком-то блоке питания, может, старом. Вот, и попробую восстановить, чтобы не покупать такой там, а по-другому сделать, более надежно. Так, нашел я трансформатор, вот такой вот. Я его уже замотал. Он был на 36 вольт, 220 на 36, размером чуть-чуть больше, чем оригинал. Вот, я половина обмотки вторичной смотал, и сейчас он где-то 12 вольт выдает. Сюда поставить его как бы нет возможности, потому что все-таки он большой. Буду где-то там в коробке, в которую устанавливается вот эта плата, искать место, чтобы туда его как-то закрепить хомутами там или чем-то таким диэлектрическим. Посмотрю уже по месту. Вот. Ну, выдает он эти нужные 12 вольт. Там получается после моста на конденсаторе там большом электролите получается 14,5 вольт, а уже за микросхемой вот этой, которая делает 5 вольт, 5,03 вольта. Вот. То есть нормальное напряжение необходимо для работы микросхемы и индикаторов. Конечно, перематывать трансформатор — это еще та головная боль. Поэтому рекомендую вам найти такой вот вольт на 15-12, как я говорил. Вот, или купить уже на крайний случай, там дорого они не стоят, если вам, например, негде искать. Вот таким вот образом, смотрите, я поменял трансформатор. Вот, и теперь попробую поставить эту плату на место. Стиральную машину, посмотрю, что это дало, не полетело ли еще что-то там в этой плате. Все-таки 15 лет прошло, машинка работала. И покажу результат. Так, подключила саму плату. Главное все соединить правильно. Когда будете снимать, фотографируйте или пометьте чем-то, чтобы правильно потом соединить. Так, это короб этот прикручивается двумя винтами к машинке. Вот этого достаточно. Находится он снизу, вот здесь снизу, слева внизу. Сейчас я покажу саму машинку, как и обещал, как она выглядит. Вот она, ее передняя часть. Никаких особых там дисплеев, ничего такого нет. Вот написано, что на 800 оборотов, 5 килограмм. Минимум таких указателей. Вот так вот включаешь, ничего не появляется, а должно светиться хоть что-то. Вот, чтобы разобрать эту машинку, нужно снять верхнюю крышку. Первым делом это два винта сзади откручиваете, подаете немного назад и вверх, и она снимается. Чтобы добраться до остальных деталей, нужно снять заднюю крышку. Она крепится на вот этих винтах. Только смотрите, винты получаются на шестигранник. Обычной отверткой не открутите. Вот тут все вот